От пациентки. Боли около года в области щитовидной железы слева. Иногда давит и душит по центру. Интересует участок щитовидной железы. Под левой долей. На УЗИ ее не видят. На месте КТ смотрели 5 докторов, и к единому мнению, что это норма или патология, так и не пришли. Врач-эндокринолог требует от меня заключения КТ с размерами и максимально полным описанием. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 46 лет. Дата исследования – 27 февраля 2024 года. Область исследования – мягкие ткани шеи. Венозная фаза сканирования не представлена, функциональные пробы также отсутствуют, что снизило информативность исследования и затруднило трактовку его результатов. На серии МСКД области шеи получено четкое изображение зоны исследования в аксиальной, корональной, сагитальной плоскости, использованы трехмерные реконструкции. Объемные образования в зоне сканирования не определяются. Анатомические пространства шеи хорошо дифференцируются. Заглоточное пространство, окологлоточное пространство, передняя и задняя шейная области не изменены. Носоглотка без патологических изменений. Щитовидная железа размерами правая доля 14 на 17 на 51 мм, объемом 6,3 кубического сантиметра. Левая доля размером 13 на 16 на 56 мм, объемом 6,0 кубического сантиметра, перешеек 6 мм. При нативном исследовании ткань железы неоднородна, накопление контраста также неоднородно. Сосуды шеи без видимой патологии. Увеличенные лимфатические узлы в зоне сканирования не визуализируются. Структура и размеры околоушных слюнных желез не изменены. Контуры их четкие. Костно-деструктивных и свежих костно-травматических изменений не выявлено. КТ – признаки умеренно выраженных дегенеративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника. При введении контраста очаги патологической васкуляризации не выявлены. Заключение. КТ – признаки диффузных изменений тканей щитовидной железы. 31 мая 2024 года К.М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Данных за увеличение щитовидной железы нет. Ее структура диффузно неоднородна, но каких-то достоверных узлов нет. В целом, тут лучше на УЗИ ориентироваться. Каких-то образований вокруг железы и шеи в целом также нет. Вам нужно к эндокринологу.